Мелвилл Дэвисон Пост. Нечто на очаге. Первым неопровержимым доказательством существования этого существа, ваше превосходительство, был отпечаток голой женской ноги. Говоривший был парнем огромного телосложения. Он сидел на стуле с прямой спинкой, который, казалось, был изготовлен специально под его габариты. Его грузное тело буквально расплывалось, целиком заполняя сиденье. Но это не было похоже на обычную жировую прослойку. Скорее, его плоть напоминала некую мягкую, но при этом невероятно прочную ткань, подобно студенистой массе, из которой состоят глубоководные обитатели. От него веяло какой-то скрытой силой. За открытым окном расстилался загородный пейзаж. Группа ухоженных декоративных кустарников раскинулись на безупречном бархатном газоне, который тянулся до самой массивной стены, окружавшей поместье. Дальше виднелся изгиб реки, а за ним далекие горы, окутанные синевой и тайной, плавно и неразличимо сливавшиеся с горизонтом. Все это было залито мягким солнцем, подернутым легкой дымкой наступающей осени. Вы же знаете, как едва заметная влага босой ступни способна оставить отпечаток. Он сделал паузу, словно эти воспоминания обладали над ним какой-то непреодолимой силой. Сказать с точностью, какой именно расе он принадлежал, было невозможно. В нем угадывалось странное смешение восточных кровей. По телосложению и чертам лица он походил на монгола. Однако в его присутствии неизменно возникало ощущение жаркого Востока, затаившегося у застойных вод Суэцкого канала. Чувствовалось, будто он медленно поднялся в наш мир сурового воздуха и яркого солнца из какой-то огромной, душной и знойной полуденной бездны. По-английски он говорил с некоторой тщательностью в выборе слов, но в то же время легко и совершенно непринужденно, будто владение языками было для него врожденным инстинктом, словно он мог заговорить вообще на любом наречии мира. И эта же удивительная, не требующая усилий легкость сквозила во всем, что бы он ни делал. Это важно попытаться понять, поскольку именно такое впечатление складывалось у каждого, кто видел это существо в услужении у Хадсона. И я использую здесь точные описания. Он находился исключительно в распоряжении Хадсона, точь-в-точь как джин в арабской сказке мог находиться на службе у королевского сына. Этот человек проявлял рабскую покорность почти присмыкающуюся. Но подспудно угадывалось, что за этим послушанием кроется нечто могущественное и тайное. Так и подмывало взглянуть, не вытащит ли сейчас Хадсон кольцо Соломона из кармана своего жилета. Полагаю, теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, что Хадсон был одним из тех исполинских человеческих умов, которые изредка появляются на свет и своими грандиозными замыслами затмевают все накопленные человечеством знания. Своего рода ментальный монстр, которого природа, как нам кажется, просто не имела права создавать. Лорд Бейли Страксли утверждал, что Хадсон опередил свое время на целых 4 поколения. А Бейли Страксли, вне всякого сомнения, являлся величайшим в мире мастером в области синтетической химии. Хадсон был богатый, как полагали окружающие, ленив. Никто особо не задумывался о нем, пока он не опубликовал свою брошюру о научном методе производства драгоценных камней. И вот тогда все, кто хоть немного претендовал на знание синтетической химии, мгновенно обратили на него свои взоры. Эта брошюра буквально потрясла мир. В ней предлагалось использовать блеск и красоту драгоценных камней в чисто промышленных целях. Мы довольствовались грубой имитацией цветов в нашем промышленном стекле, тогда как с такой же легкостью могли бы получить в нем подлинную структуру и истинный блеск самоцветов. Мы с огромным трудом разыскивали по всей земле,
в самых ее недрах редкие кристаллы и красиво окрашенные камни, чтобы потом копить их и беречь как сокровища. А между тем, в производственной лаборатории мы могли бы без труда создавать их в неограниченном количестве, причем куда более совершенными, чем сама природа. И если вы хотите понять то, на что я намекаю здесь относительно Хадсона, вы должны рассматривать это дело как научную возможность, а не как фантастический вымысел. Возьмите, к примеру, выступление Хадсона в Сорбонне или его доклад на Международном научном конгрессе в Эдинбурге, и вы начнете понимать, что я имею в виду. Маркиз Джованни, бывший делегатом на том конгрессе, и пастор заявляли, что единственным препятствием на пути к практическому воплощению того, что наметил Хадсон, оставались формулы. Если бы Хадсону удалось вывести эти формулы, драгоценные материалы можно было бы производить так же дешево, как и стекло, причем в любых масштабах, целыми вагонами. Только представьте себе листовой рубин, листовой изумруд, вся красота и блеск самоцветов в витринах обычной аптеки на углу. И есть еще кое-что, о чем я прошу вас задуматься. Подумайте об огромном обесценивании ценностей. Для нас это не было бы столь сокрушительно, ведь наши запасы драгоценных камней не так уж велики. Но это открытие фактически означало полное уничтожение всего накопленного богатства Азии, за исключением самой земли и возведенных на ней построек. Масштаб этого обесценивания казался невероятным. Давайте взглянем на это иначе и сопоставим с чем-то другим. Представьте, что мы вдруг обнаружили бы, будто чистое золото можно получать путем обработки обычной желтой глины серной кислотой. Или что какой-нибудь гений установил на границе Сахары машину, в которую с одного конца засыпают песок, а с другого выходят мешки с пшеницей. Чего стоило бы тогда наше накопленное золото или пахотные земли Австралии, Канады или нашего северо-запада? Эти примеры кажутся фантастическими. Но цель, к которой стремился Хадсон, была практическим фактом. Он уже находился на пути к ее достижению. Джованни и лорд Бейли Страксли были убеждены, что этот человек выведет формулы. Они даже пытались подготовить к этому мир, публикуя статьи за своими подписями. Вся Азия пребывала в ужасе. Раджи туземных штатов Индии подготовили меморандум и направили его британскому правительству. Все это всплыло наружу уже после той таинственной, невероятной трагедии. Пожалуй, мне не следовало писать это последнее предложение. Я хочу, чтобы прямо сейчас вы представили себе ту грузную фигуру человека, который сидел в большом кресле напротив меня, у самого окна. Это было так в духе Хадсона, явиться с диковинным живым существом, которое прислуживало ему повсюду. Рассказ о том, как все это произошло, смахивал на ложь. Это звучало как самая нелепая выдумка, которую только можно было изобрести, чтобы объяснить, почему за тобой по пятам ходит огромный желтолицый азиат. Но это не было ложью. Невозможно выдумать ложь, которая сравнилась бы с тем, что происходило с Хадсоном на самом деле. Взять хотя бы то, как он умер. А началось все в Индии. Хадсон отправился туда, чтобы проконсультироваться с маркизом Джованни по поводу некой молекулярной теории, связанной с его формулами. Джованни в то время вел раскопки погребенного под землей храма на северной границе Пенджаба. И вот однажды ночью в палатку исследователя, разбитую неподалеку от места раскопок, к Хадсону вошло это загадочное существо. Никто не знал, как он проник в палатку и откуда вообще взялся. Джованни рассказывал об этом так: полог палатки просто приоткрылся, и на пороге возник огромный восточный человек. Под мышкой у него было что-то завернуто в молитвенный коврик. Он ничего не стал объяснять Джованни, но склонился в глубоком поклоне, словно простой кули перед этим невысоким американцем. «Хозяин», — произнес он,
тебя трудно отыскать. Я обыскал весь мир в твоих поисках». И он устроился прямо на грязном полу возле походного стула Хадсона. И это чистейшая правда. Полагаю, любой обычный человек поднял бы из-за этого невообразимый шум. Но только не Хадсон и, думаю, не Джованни. В гениях есть некая высота духа, которую нам не понять. Встречали ли вы когда-нибудь человека с изобретательским умом, который сомневался бы в чудесах? Подобные вещи вовсе не казались Хадсону чем-то неразумным. Оба мужчины провели остаток ночи, разглядывая подарок, который это существо принесло Хадсону в своем молитвенном коврике. Им хотелось узнать, где азиат его взял, и именно так на свет появилась его история. В Великом Шанском монастыре, расположенном на юго-восточном плато пустыни Гоби, он занимал некую должность — искатель, пожалуй, будет наиболее точным английским словом для этого. Он искал Хадсона, потому что у того было видение, свет. Здесь было еще одно слово, для которого оба мужчины не смогли найти эквивалента ни в одном современном языке. Буквально его смысл означал «маленькое пламя». Подарок был взят из монастырской сокровищницы. По словам Джованни, один только коврик, в который он был завернут, стоил 20 тысяч лир. В том разговоре всплыла и еще одна деталь, о которой Джованни вспомнил позже. Хадсон должен был принять и сам подарок, и человека, который его принес. Этот азиат обязался защищать его любым способом, во всех направлениях, от вещей видимых и невидимых. Он произнес об этом целую речь. Однако существовала одна вещь, от которой он защитить его не мог. Азиат использовал множество древних слов, чтобы объяснить это, и суть осталась не совсем ясной. По всей видимости, он имел в виду, что созидательные силы духа не потерпят разделения служения созидательными силами плоти, идея безбрачия в монастырском понимании. Джованни показалось, что Хадсон этого не понял. Сам Джованни, как ему думалось, уловил смысл лучше. Монах связывал Хадсона обетом высокой добродетели, при нарушении которого обязательно должно было случиться нечто ужасное. Когда Джованни узнал о том, что произошло с Хадсоном, он написал письмо в Государственный департамент. Государственный департамент передал его в суд во время процесса. Я полагаю, это было одним из тех обстоятельств, которые повлияли на решение судьи. И все же в то время не было другого разумного решения, которое можно было бы принять. Показания, должно быть, казались невероятными, они казались просто фантастическими. Ни один человек, читающий протокол суда, не смог бы прийти к какому-либо иному выводу. И все же казалось невозможным, по крайней мере, мне это казалось невозможным, воспринимать этого огромного, полного жизни человека как монаха одного из старейших религиозных орденов в мире. Он явно опровергал любое привычное, академическое представление о таком монахе. Вместо этого он производил на меня впечатление человека, обладающего высшими качествами умной дипломатии, утонченный посол какой-то новой восточной державы, проницательный, вкрадчивый, изысканный. Когда читаешь этот пожелтевший судебный протокол, невозможно избавиться от ощущения, что вокруг Хадсона невидимо, зловеще и угрожающе двигались древние, темные, таинственные силы. Ты верил в это. Вопреки своему разуму, вопреки всему современному жизненному опыту, ты верил в это. И все же это не могло быть правдой. Нужно было либо вынести этот вердикт, либо опрокинуть все человеческие знания, то есть все человеческие знания в нашем понимании. Судья, оборвав уголовный процесс, нашел единственный выход из положения. В мире был один человек, присутствие которого в тот момент желали абсолютно все. Это был сэр Генри Мэйн.
Мэйн возглавлял департамент уголовного розыска в Скотленд-Ярде. До этого он служил английским резидентом в северо-западных провинциях на границе Шанских штатов. Но в то время он находился в Азии. Как только Скотленд-Ярд смог освободить сэра Генри, его тут же отправили сюда. Гений Хадсона был достоянием всего мира. Американское правительство не могло, даже при наличии вердикта суда первой инстанции, позволить смерти Хадсона остаться под дымовой завесой столь жуткой и непостижимой тайны. Я должен был встретить сэра Генри и приехать сюда вместе с ним. Но мой поезд в Новую Англию задержался, и когда я прибыл на станцию, то узнал, что Мэйн уже отправился осмотреть загородный дом Хадсона, где все и произошло. Дом стоял на уединенном лесном хребте в Беркшире, в радиусе 12 миль не было ни единой живой души, уютное каменное здание в английском стиле. Через весь дом на одном из его концов тянулась большая гостиная с огромным камином в рамке из черного мрамора, над которым до самого потолка шла большая белая панель. Камин имел широкую подставку из черного мрамора, очаг. В материалах дела есть отличная фотография этого места, на которой видна единственная подставка для дров, та самая таинственная подставка, на которой вся трагедия, казалось, вращалась как на шарнире. Хадсон использовал эту гостиную в качестве мастерской. Он держал ее плотно запертой, а ставни закрытыми. Даже этому огромному, желтолицему, услужливому существу, которое единолично заботилось о нем в доме, не разрешалось входить туда иначе, как под присмотром самого Хадсона. То, что он увидел в финальных сценах трагедии, он разглядел, заглядывая в щель под дверью. Более ранние вещи он замечал, когда подбрасывал бревна в огонь с наступлением темноты. Время едва ли можно назвать мерилом для деятельности человеческого разума. Эти мысли пронеслись в моей голове за едва уловимый миг. Мне потребовалось некоторое время, чтобы записать их здесь, но они хлынули нескончаемым потоком, пока огромный азиат говорил, в коротких паузах между его словами. «Отпечаток ноги», — продолжал он, — был первым неопровержимым доказательством, но далеко не первым предвещающим знаком. Сомневаюсь, что сам хозяин заметил это в самом начале. Соблазны этой катастрофы не могли возникнуть мгновенно. К тому же, ваше превосходительство, силы, стоящие за материальным миром, обретают в нем опору лишь под непрерывным и долгим давлением. Не поймите меня превратно, ваше превосходительство. Для человеческого глаза вещь всегда возникает внезапно, однако невидимое давление подготавливает эту материализацию в течение долгого времени. Он сделал паузу. Хозяин был полностью погружен в свою работу, и пока она поглощала его, первые шаги этого искушения прошли незамеченными, как и нарастающее напряжение этого невидимого давления. Но настал день, когда разум хозяина стал восприимчив к внешнему. Его труд был завершен. Формулы, набросанные карандашом, лежали на его столе. По наступившему расслаблению я понял, работа окончена. А ведь из всех периодов именно этот является самым опасным для человеческого духа. Он посидел молча какое-то мгновение, его огромные пальцы легонько шевелились на подлокотниках кресла. «Я знал это», — добавил он. Затем продолжил, но это было единственное, от чего я не мог его защитить. Этому испытанию суждено было случиться. Он сделал неопределенный жест рукой. Хозяин был избран, но опасность, предшествующая его возвышению, никуда не исчезла. Испытанию было позволено явиться в свое собственное время и по собственному выбору. Он резко повернулся ко мне, и складки на его лице дрогнули. «Ваше превосходительство!» — воскликнул он. «Я бы спас хозяина, я спас бы его ценой проклятия собственной души.
Но это не было дозволено. В ту самую первую ночь в палатке итальянца я сделал все, что было в моих силах. Его голос сорвался на более высокую ноту. Дважды ради хозяина я был остановлен и лишен своих духовных заслуг. За это пристрастие я сам оказался скован. Я пребывал в душевной агонии, когда понял, что это нечто начинает приближаться, но сама моя воля прийти на помощь была в тот момент заблокирована. Его голос снова опустился. Он сидел неподвижно, словно вся его огромная туша лишилась жизненных сил и сохраняла свои очертания лишь благодаря удерживающим ее границам кресла. Все началось, ваше превосходительство, августовской ночью. На закате в этих горах становится довольно прохладно. Я подбросил дров в камин, разжег огонь и занимался делами по дому. Хозяин, как я уже говорил, к тому времени вывел свои формулы. Он был свободен. Я не мог видеть его, потому что дверь была закрыта, но из комнаты доносился запах его сигары. Стояла глубокая тишина. Я как раз ставил вечернюю свечу хозяина на столик в прихожей, когда услышал его голос. Вы читали об этом, ваше превосходительство, в том виде, в каком писцы зафиксировали это перед судьей. Он остановился. Это было восклицание удивления, крайнего изумления. Затем я услышал, как хозяин тихо поднялся и подошел к камину. Вскоре он вернулся на место. Он взял новую сигару, ваше превосходительство, обрезал ее кончик и раскурил. Я отчетливо слышал движение лезвия ножа по табачным листьям и, конечно же, ясный треск спички. Мгновение спустя я понял, что он снова устроился в кресле. Запах зажженного табака вернулся. Прошло порядочно времени, прежде чем в комнате раздался следующий звук. А затем, внезапно, я услышал, как хозяин выругался. Его голос прозвучал резко и удивленно. На этот раз, ваше превосходительство, он поднялся стремительно и пересек комнату в направлении камина. Я слышал его совершенно отчетливо. Раздался звук, будто кто-то постукивает по металлу, барабанит по нему пальцами. Он снова остановился на короткое мгновение, словно погрузившись в воспоминания. Именно тогда хозяин отпер дверь и попросил спиртного, он указал на судебный протокол в моем кармане. Я принес ему бокал бренди с газированной водой. Он выпил все до капли, не опуская бокала. Лицо его в тот миг было странным, ваше превосходительство. Затем он посмотрел на меня. «Подбрось полено в огонь», — сказал он. Я вошел, добавил дров в камин и вышел. Хозяин оставался в дверном проеме. Он вернулся в комнату только тогда, когда вышел я, и запер за собой дверь. После этого наступила долгая тишина. А затем я услышал голос, которому было дозволено явиться для искушения, тот самый металлический голос, предлагавший хозяину сделку. Он то звучал, то умолкал, потому что хозяин уже был на ногах и стоял перед камином. Я услышал, как он снова выругался, а вскоре вернулся на свое место у стола. Огромный азиат поднял лицо и посмотрел на расстилавшийся за окном пейзаж. Все это продолжалось, ваше превосходительство. Голос предлагал свое искушение и являл его в коротких вспышках материализации. Хозяин же пытался схватить и удержать эти видения, но они мгновенно исчезали, стоило ему приблизиться к очагу. Мужчина сделал паузу. Я знал, что хозяин тщетно борется с этим существом. Ведь если он желал обрести то, что оно ему предлагало, он должен был сперва захотеть того, что созидательные силы духа уже открыли ему. Он снова замолчал. Ближе к утру он вышел из дома. Я слышал,
как он шагал по гравию перед дверью. Он доходил до самого конца дома и возвращался обратно. Ночь была ясной, в воздухе чувствовалась прохлада, и каждый звук был отчетливо слышен. «Вот и все, ваше превосходительство». Чуть позже хозяин вернулся и поднялся в свою спальню, как обычно. Затем он добавил: «И именно тогда, когда я вошел, чтобы подбросить дров в огонь, я и увидел этот отпечаток ноги на очаге». В этих скупых деталях, в суровом сокрытии масштабных и трагических вещей крылась огромная, убедительная и живая сила. Никакие приукрашивания не смогли бы сравниться по своему эффекту с достоинством этой сдержанности. Мужчина продолжал свой рассказ напрямую. На следующую ночь, ваше превосходительство, все и случилось. Хозяин провел весь день на свежем воздухе. Он пообедал с хорошим аппетитом, как совершенно здоровый человек. И в его поведении произошла перемена. Он выглядел как человек, который твердо решил во что бы то ни стало довести дело до конца. После обеда хозяин прошел в гостиную и запер за собой дверь. В этот день он еще не заходил в комнату. Она стояла запертой, а ставни были плотно закрыты. Огромный азиат запнулся и сделал жест пальцами от себя, словно отмахиваясь от какой-то нелепости. Ни одно живое человеческое существо не могло спрятаться в той комнате. Там нет ничего, кроме голого пола, стола хозяина и камина. Большие деревянные ставни были надежно заперты на болты. В таком положении они находились с тех самых пор, как хозяин превратил комнату в мастерскую и вынес оттуда всю мебель. Дверь всегда запиралась на тот самый особый, защищенный от воров замок, который изготовили для него американские мастера. Никто не мог туда проникнуть. Таково было заключение экспертов на судебном процессе. По слою ржавчины на болтах они доказали, что ставни не двигались. Стены, потолок и пол оставались нетронутыми, а жерло дымохода было равномерно покрыто старой сажей. Единственным возможным путем для входа была дверь, но она всегда оставалась запертой, за исключением тех случаев, когда сам Хадсон находился в комнате. И в такие часы огромный азиат никогда не покидал своего поста в прихожей перед ней. Это казалось обязательным условием его таинственной, чрезмерной заботы о Хадсоне. Все полагали, что суд первой инстанции проявил излишнюю дотошность. Он до мельчайших деталей исследовал каждый путь, который мог бы привести к разгадке этой тайны. Была допрошена вся округа и каждый житель. Вывод оказался неизбежным: на этой лесистой вершине Беркширских гор не было ни одной живой души, кроме Хадсона и его слуги. Но можно понять, почему судья так упорно цеплялся за это дело. Он искал объяснение, согласующееся с привычным опытом человечества. И когда он не смог его найти, он сделал единственное, что было в его силах. Он ошибся, как мы теперь знаем. Но в темноте он все же нащупал истину, отнюдь не всю истину, о ней он не имел ни малейшего представления. Он никогда не осознавал этой огромной, поразительной правды. Но, как я уже говорил, он держал свои пальцы на одном из ключевых фактов. Мужчина продолжал говорить с медленной, четкой артикуляцией, словно желая тем самым прояснить сложный вопрос. Ночь опустилась стремительно. Стояла невероятная тишина. В комнате хозяина не было ни звука и никакого света, кроме мерцания бревен, тлеющих в камине. Его тонкая, слабая полоска виднелась из-под порога двери. Он сделал паузу. «Камин, ваше превосходительство, находится в самом конце большой комнаты, прямо напротив этой двери в прихожую, перед которой я всегда сидел, когда хозяин был внутри». Камин сделан из черного мрамора с огромным черно-мраморным очагом.
И подарок, который я принес хозяину, стоит с одной стороны от огня на этом мраморном очаге, выполняя роль единственной подставки для дров. Мужчина снова вернулся к самой сути своей истории. По смутному чувству давления я понял, что искушения этого существа снова приближаются. И я начал страдать душой за безопасность хозяина. Вмешательство, как действием, так и волей, было мне запрещено. Но существует такая душевная тревога, ваше превосходительство, которую неопределенность исхода делает просто невыносимой. Мужчина замолчал. Давление продолжалось, как и тишина. Было уже около полуночи. Я не мог различить ни единого действия или движения хозяина и в страхе подполз к двери и заглянул внутрь сквозь щель у самого порога. Хозяин сидел у своего стола. Он подался вперед, его руки крепко сжимали подлокотники кресла. Его глаза и каждый напряженный инстинкт были сосредоточены на камине. В комнате стоял красный отцвет тлеющих углей. Я видел его отчетливо, как и стол позади него с вычислениями. Но камин казался странно искаженным в перспективе, он словно вырос надо мной. Мой подарок хозяину, имевший высоту не более 4 ладоней, включая основание, теперь высился подобно огромной бронзовой статуе на широкой мраморной плите рядом с гигантским камином. Из-за этого эффекта увеличения верхняя часть камина и увеличенная подставка для дров, находившиеся над ее пьедесталом, оказались вне поля моего зрения. Все остальное в комнате, сохраняя свои нормальные размеры, было мне видно. Лицо хозяина было слегка приподнято. Он смотрел на верхние части подставки для дров, которые для меня оставались невидимыми. Он не двигался. Ровный свет отбрасывал половину его лица в тень. Но на другой половине каждая черточка проступала так же резко, как на тонкой гравюре. В нем была та утонченная резкость и отчетливость, которую великие мгновения потрясения запечатлевают на человеческом лице. Он не двигался, и не было слышно ни звука. Я уже говорил, ваше превосходительство, что мой угол зрения сквозь щель под дверью был резко перерезан посередине этого теперь уже увеличенного камина. Судя по направлению и наклону лица хозяина, он наблюдал за чем-то, что находилось выше этой линии, прямо над пьедесталом подставки. Я тоже стал ждать появления этого существа, буквально прижавшись лицом к порогу. И оно появилось. Медленно показалась голая ступня, словно кто-то с величайшей осторожностью спускался с высоты подставки для дров на огромный мраморный очаг, который при этом странном увеличении находился теперь на некотором расстоянии внизу. Огромный азиат умолк и посмотрел сверху вниз на меня. В тот миг я понял, ваше превосходительство, что хозяин потерян. Созидательные энергии духа не терпят разделения служения. Потребности плоти должны быть полностью отвергнуты. Я ведь предупреждал хозяина. И в порыве отчаяния, ваше превосходительство, я перевернулся и прижался лицом к полу. Но всегда остается надежда, надежда вопреки очевидности опыта, вопреки непреложности знаний. Быть может, хозяин даже теперь, укрепившись духом, отвергнет это искушение. Нет, ваше превосходительство, я не обманывался. Я твердо знал, что хозяин безнадежен. Но жажда надежды двигала мной, и я снова повернулся к щели у порога двери. Он сделал паузу. В воздухе повсюду разлился нежный, едва уловимый аромат, похожий на цветение горькой дикой яблони в здешних краях. Красные угли в камине давали ровный свет. И в этом сиянии на мраморном очаге стояла та самая женщина, что спустилась с высоты подставки для дров. Мужчина снова помедлил, словно подбирая наиболее точные слова для выражения мысли.
Во плоти, ваше превосходительство, присутствовали краски, которых не могло быть на статуэтке. Волосы ее были золотисто-желтыми, а глаза — голубыми. На фоне черного мрамора камина ее тела казалось ослепительно белым. Но во всех остальных отношениях, ваше превосходительство, женщина на очаге была точно такой же из плоти и крови, какой она предстает в тисках дикой мужской фигуры на этой бронзовой подставке. На ней не было ни одежды, ни украшений, как вы помните, ваше превосходительство. Ни единой сережки, ни браслета на лодыжке, словно создатель этой статуэтки чувствовал, что истинная красота ее тела ничего не сможет почерпнуть из этого показного блеска. Тяжелые золотистые волосы женщины были обвиты вокруг ее головы, точь-в-точь, как на статуэтке. Она слегка дрожала, совсем слабо, словно обнаженный ребенок на непривычном сквозняке, хотя и стояла на теплом мраморном очаге в багровом отсвете огня. Голос, исходивший от мужской фигуры на принесенной мной подставке для дров, которая теперь казалась столь неимоверно увеличенной, зазвучал вновь. Тонкие металлические звуки, казалось, раскалывали плотную тишину по мере того, как шло предписанное ритуалом действо. Но хозяин уже все для себя решил. Теперь он стоял на большом мраморном очаге, сжав в кулаке свои бумаги. И на моих глазах, пока я наблюдал сквозь щель под дверью, он протянул свободную руку и нежно коснулся женщины пальцем. Плоть под его пальцем подалась. И тогда, наклонившись, он бросил формулу прямо в огонь. Подобно человеку, дошедшему до самого конца своего повествования, огромный азиат замолчал. Несколько мгновений он оставался неподвижен. Затем он продолжил ровным, монотонным голосом. После этого я поднялся с пола и очистил себя водой. А затем я поднялся в верхнюю комнату, открыл окно, обращенное на восток, и сел писать отчет для братства. Ибо дело, ради которого меня послали, было завершено. Он запустил руку куда-то в свободные складки своего восточного одеяния и извлек оттуда свиток тонкого пергамента, похожего на прозрачную папирусную бумагу, сплошь покрытый китайскими иероглифами. Свиток был огромной длины, но из-за чрезвычайной тонкости пергамента рулон, намотанный на крошечный деревянный цилиндр, в толщину не превышал 2 дюймов. «Ваше превосходительство», — произнес он, — я бережно прятал этот отчет на протяжении всех несчастий, что обрушились на меня. Нет уверенности в том, что я смогу доставить его сам. Не согласитесь ли вы передать его за меня торговцу драгоценностями Вандердику в Амстердаме? Он переправит его Махадалу в Бомбей, а оттуда свиток уйдет на север вместе с караванами. В его голосе зазвучали просительные нотки. «Умоляю, не откажите мне, ваше превосходительство, из-за моего пристрастия к хозяину я и так уже лишён своих духовных заслуг». Я спрятал свиток в карман и вышел из комнаты. В парк как раз въехал автомобиль, и я понял, что сэр Генри Мэйн наконец прибыл. Я встретил сэра Генри и суперинтенданта в длинном коридоре. Как оказалось, они наблюдали за нашей беседой через высоко расположенную вентиляционную решетку. «Мэйн!» — воскликнул я. Судья был совершенно прав, когда прервал уголовный процесс и выписал ордер на принудительное лечение. Это существо — самый безумный лунатик во всей этой лечебнице. Человеческий разум действительно способен на любую нелепость. Сэр Генри посмотрел на меня со странной, иронической улыбкой. «Судья ошибся», — произнес он. «Это существо, как вы его называете, находится в таком же здравом уме, как и любой из нас». «Значит, вы верите в эту потрясающую историю?» Изумился я. «Я верю в то, что на рассвете Хадсона нашли мертвым на очаге, и при этом практически каждая кость в его теле была раздроблена», — ответил он. «Разумеется», — согласился я, — «мы все знаем, что это правда».
Но почему он был убит? Сэр Генри снова одарил меня своей иронической улыбкой. «Возможно», — протянул он, — «какое-то объяснение кроется в том самом отчете главе монастыря, который лежит у вас в кармане. Знаете, это всего лишь теория». Он улыбнулся, обнажив белые, ровные зубы. Мы прошли в кабинет суперинтенданта и устроились возле тлеющих в каминной решетке углей. Я протянул Мейну свиток пергамента. Он был написан на одном из шанских диалектов. Мэйн прочитал его вслух. Если не считать некоторых сугубо формальных оборотов, он содержал в точности те же показания, что азиат давал в суде, и ничего более. «Го!» — произнес он своим характерным, изысканным оксфордским голосом. И он протянул свиток поближе к жару огня. Пергамент начал медленно нагреваться. И по мере того, как он подсыхал, черные китайские иероглифы стали блекнуть, а вместо них начали проступать бледно-синие знаки. Мэйн зачитал тайное послание своим бесстрастным, растянутым голосом. Американец уничтожен, и его проклятый труд уничтожен вместе с ним. Отправьте эту весть в Бангкок и на запад, в Бирму. Сокровища Индии спасены. Я вскрикнул от изумления. Убийца. Это существо было наемным убийцей. Сэр Генри потянул слова еще сильнее. Это Лал Гупта, самый хитроумный азиат во всей Азии. Торговцы драгоценностями подослали его следить за Хадсоном и убить его, если тому когда-либо удастся вывести свои формулы. Должно быть, они заплатили ему невероятную сумму. Так вот почему это существо привязалось к Хадсону. Осенило меня. «Разумеется», — ответил сэр Генри. Он принес эту бронзовую статуэтку, Ромул, похищающий сабинянку, и разыграл весь этот сверхъестественный спектакль, чтобы претворить свой план в жизнь и спасти собственную шкуру. Я узнала эту бронзу, едва мой взгляд упал на нее. Старый Франц Иосиф в свое время подарил ее Махадалу в Бомбее за то, что тот подобрал идеальную пару к его рубинам. Я горько выругался. А мы-то приняли его за сумасшедшего. «Ну, разумеется», — отозвался сэр Генри. «Что вы там сказали, когда я только вошел?» Человеческий разум способен на любую нелепость.